Друзья, всем привет! Сегодня в ремонте вот такой сапожок, вот с таким повреждением. То есть наверняка многие, это женский полусапожек, многие женщины с этим сталкивались, с такой проблемой. Многие выбрасывали, когда такие появлялись разрывы, да, кожи в районе подошвы. И просто выбрасывали. Но я бы не спешил этого делать, потому что если обувь кожаная, то есть она дорогая, а цена такого ремонта в районе 500 рублей. То есть и в принципе более-менее грамотный мастер с легкостью с этой задачей справится и поставит заплатку, которую не будет практически видно вообще. Даже скорее всего ее просто не будет видно. Не то что практически, а ее совсем не будет видно. Значит, какие наши действия сейчас? Для того, чтобы вставить сюда внутреннюю заплаточку, нам нужно... У нас разрыв получается вот отсюда и примерно до сюда. Но чтобы нам проще было работать, потому что у нас здесь еще в районе носка вот такой тоже отклеилось. Здесь надо будет тоже это все приклеить. И, соответственно, чтобы проще было работать, нам нужно подошву отделить от верха, от кожи, чуть-чуть больше, чем само место ремонта. То есть я сейчас буду подогревать подошву или феном, или потихонечку буду подковыривать вот эти места, для того, чтобы отклеить подошву чуть больше, чтобы проще было работать. В общем, сейчас как это сделаю, вам это буду все показывать, и мы продолжим. Так, смотрите, когда мы уже подогрели феном, да, то есть подошва разогрелась, клей активировался, то есть он стал эластичный, и то есть подошва, смотрите, тут даже видно, наверное, что вот она, как легко уже вон он сам клей, да, отходит от подошвы. Все, вот примерно мы место дополнительно отклеили, да, здесь с носом, вот так можно чуть-чуть еще оторвать. Все, и здесь уже можно свободно работать. Сейчас что я буду делать? Я сейчас возьму дрель со своей шарошечкой и вот это все зачищу. То есть, чтобы подошва у нас от старого клея была чистая. Вот. Потом дальше приготовлю сюда кожаную заплаточку, когда все зачищу, обезжирю. И уже покажу, как я ее буду вклеивать. Уже вот на это место будем вклеивать. В общем, продолжим снимать, когда уже будет готова у меня заплаточка, я ее подготовлю, и будем вместе с вами вклеивать ее. Так, смотрите, значит, после того, как я моей шарошечкой прошелся, очистил подошву, да, от старого клея, надеюсь, всем видно, да, что подошва чистая. Вот, обезжиривать тут уже в принципе не обязательно, то есть тут нигде не засалилась она, то есть все, подошва чистая. После этого я взял вот такой кусочек кожи, да, равный нашей заплатке. То есть вот она будет как раз, будет подходить по всей длине нашей трещины. То есть мы эту сейчас кожу обратной стороной, вот так, чтобы она лучше клеилась, будем заправлять внутрь между верхом нашего сапога и подкладкой. То есть, но чтобы толщина кожи видно, да, миллиметра получается, наверное, 1,5-2. И чтобы здесь не было потом, после того, как мы это все приклеим, прошьем, не было большого рубца здесь, вот эти края самой вот этой заплатки надо ножом снять на нет. То есть, как говорится, спустить края. То есть по всему периметру надо спустить края кожи. Сейчас этим мы и займемся. Так, все, заплаточку я подготовил. Все края у нее такие стали гладенькие.
Этот край, надеюсь, видно, стал такой тоненький. Сходы такие ровненькие, гладенькие, то есть никаких особых бугров. Я думаю, когда мы ее вклеим, уже не будет видно. А с этой стороны я еще плюс, где глянцевая сторона кожи была, я взял наждачную бумагу и чуть-чуть набил риску для того, чтобы просто сбить глянец на коже, да, и для того, чтобы просто лучше впитывался клей. Вклеивать заплатку мы будем на полиуретановый клей белый, Дисмокол, да. Все, сейчас приступаем, будем намазывать, и вместе с вами ускоренный режим я не буду включать, а покажу именно вот все нюансы и тонкости, да, как ее вклеить. Все, смотрим, не переключаемся. Так, все, смотрите. Сначала я промажу внутреннюю часть. Мажем как бы смело, пожирнее, для того, чтобы клей не успел быстро высохнуть. И когда до того времени, пока мы намажем вот эту заплаточку саму, да, если он здесь высохнет, то будет трудновато его, трудно будет формовать нашу латочку, и она может там как бы заформоваться со складками. То есть промазываем, впиталось, клей впитался в кожу, да, еще промазываем. И оставляем. Все, и намазываем теперь нашу заплаточку. Тоже пожирнее мажем. Пока она такая вот мокренькая, в клею, сейчас мы ее туда заформуем аккуратненько. Все тонкости, главное, чтобы углы расправить, вот эти уголки расправить по углам нашей заплатки ремонтного места. Смотрите, я беру пинцет. Если кто будет это дома делать, да, там, то, ну, можно пинцетом, можно просто руками. Мне проще пинцетом. То есть вот я беру за один уголок и туда ее вот до упора вставляю. Примерно на ту глубину, на которую я намазал клей. Можно чуть меньше, там потом регулировать. Вот, потом беру второй угол и заправляю туда в другую сторону, да, до самого конца нашей трещины. Все, потом расправляем вот так вот. Чуть-чуть можно вытащить. Ждем, когда сейчас клеек у нас чуть-чуть внутри можно, вот с этой рукой уже можно внутри там чуть-чуть подрасправить подкладочку, чтобы она как бы комком не сжалась. И такое бывает. Поэтому, чтобы этого не было, чуть-чуть как бы расправляем и контролируем все наши действия. Теперь что? Клей у нас намазан жирно, а этот клей у нас, соответственно, клеится, когда высохнет, а потом мы уже его опять с помощью фена активируем, и он уже приклеится. То есть минут 10. В этом случае много не надо ждать, потому что здесь еще со мной будем делать строчку. Если вы будете этот ремонт выполнять дома, то можете подождать часик, когда клей хорошо высохнет, потом просто взять и погреть над газом. То есть над газом чуть-чуть, контролируя рукой, да, жар пламени. Погрели там минуточку, да, на таком легком огне, почувствовали, что ботиночек прогрелся с кожей, и все, и прижмете. То есть, ну так как у меня есть возможность прошить, да, это еще место наверняка, хотя я вас уверяю, что без прошивки также будет держаться. Вот, в общем, я сейчас минуточек 5 подожду и буду уже приклеивать. Так, ну что, все, прошло минуты 2-3. Сейчас поднагрею наше ремонтное место и приклеим. Все. И аккуратненько как бы просто заформовываем, да, ее. Приклеиваем. Раз, два, три. Все. Приклеили. Теперь изнутри, помогая второй рукой, прижимаем.
Тем самым она у нас везде склеится. И подкладка, и верх кожи, верх сапога, и заплаточка сама. Все. Вот так вот получается. Заплатку вклеили, ее практически не видно. Да? Ну, здесь есть какой-то, но это даже больше блик. Здесь тоже так же. То есть не видно вообще ее. То есть, как я и говорил, я сейчас дополнительно еще сделаю шов. Ну, просто так вот я привык делать. Но многие мастера как бы просто вклеивают. Этот клей очень надежный. Повторяюсь, да, если вы будете дома делать, то смело клейте, и все, она никуда не денется. Ну, а я сейчас еще прострочу дополнительно. Все, перемещаемся на нашу швейную машинку и строчим. Все, заплатка полностью установлена, да, остается теперь только приклеить. Вот так вот выглядит шовчик наш вдоль нашей трещины всей. Сейчас, значит, что я делаю? Промазываю клеем вот эту часть, плюс промазываю саму заплатку. Сначала с внутренней стороны и внутреннюю стороны вот этой части, да. Также минут 5-10 жду, пока клей совсем чуть-чуть подсохнет. Заформовываю эту заплатку сюда, а после уже начинаю проклеивать эту часть и подошву. Наношу клей вот на эту часть уже заплатки и подошву. Потом уже делаю выдержку такую хорошую, часа 2. Активируем клей с помощью фена нагрева, да, и приклеиваем. И смотрим, что у нас получится. Все, не переключаемся, смотрим дальше. Сейчас все вместе будем поэтапно доделывать. Все, клеек подсох чуть-чуть, прошло минут 5, немного его подогреваем и формуем заплатку внутрь. Все, когда эта часть вот так вот у нас уже вклеена, да, видно, надеюсь, всем. Все, заплаточка к внутренней части приклеена. Сейчас также намазываем клеем эту сторону и эту. Ждем 2 часа, как уже говорил. Все, и приклеиваем все аккуратненько. Все, сейчас это как сделаем, покажу, что получилось у нас. Так, ну что, прошло примерно часа 2. Я вот сюда поставил вот такой гвоздик, чтобы подошва раньше времени не приклеилась в ненужном месте, так скажем, да, к нашей заплатке, чтобы потом ее не отдирать и не переклеивать. Вот. Сейчас, значит, что делаю? Подогреваю феном, активирую клей и приклеиваю. И уже смотрим, что у нас получилось. Друзья, в общем, смотрите, сапожок полностью склеен, заплаточка поставлена. Смотрите, получилось как-то вот так вот все. Очень прилично все получилось. Ну, лучше, я думаю, что даже не сделать. Вот это ремонтная сторона. Эта сторона заводская, да. Что здесь, в принципе, что здесь. Ничего как бы не видно. Самой заплатки, то, что она где-то здесь, ее даже не чувствуется, не видно. Вот. В общем, что хочу сказать. Давайте подведем итог. Наверняка у каждого были такие проблемы, да, с обувью, такие трещины были, поэтому рекомендую не спешить выбрасывать обувь, а снести ее в мастерскую, или еще лучше предлагаю приложить свои руки к этому и сделать самому. То есть сложного здесь ничего нету, всю технологию я вам показал от и до, думаю, тут все понятно. Единственное, что, допустим,
Я подошву от клея зачищал дрелью вот с такой насадочкой, да. Здесь абразивный материал, в простонародье наждачка или шкурка, да. То есть ей быстрее, но если у вас ее нету, то вы можете взять просто кусок любой наждачки и снять клей. Просто это займет немного дольше времени. И также клей активировать, да. Если у кого-то нету фена дома, то можно это сделать просто над газом. То есть я также делал. Включаем газ дома. Немного подержали на небольшом расстоянии, чтобы так как бы это не пережечь клей, да, чтобы он не запузырился, не пережегся, не спалить ботинок. Ну просто с умом аккуратненько все подходим к этому делу. И также это все можно будет сделать. Ну и единственное, да, может у кого-то нету кожи, да, кусочка, да. Я вот эту заплатку поставил из старого сапога. То есть бывает клиенты оставляют, кто-то не приходит или предлагают как бы забрать старый сапог на кожу, разобрать, да. То есть да, если кожа хорошая, я оставляю сапог и уже применяю его для таких вещей. Также эта кожа может пойти там на обтяжку каблука. Это также можно сделать в домашних условиях спокойно. В дальнейшем я вам это все покажу, как это делается. Ребят, ну а сейчас на этом все. Кому видео понравилось, поставьте лайк, поддержите комментариями. Подписка также не возбраняется. Всем пока, до новых встреч.